В Лего рыцари с изображением дракона на щите появились вместе с первыми фигурками драконов. Сравнивая с остальными фракциями, их герб претерпел наибольшие изменения. Первыми была фракция, которая так и называлась – «Рыцари дракона». Они были выпущены в 1993 году. С ними же в наборе 6082 появился и дракон – цельная фигурка с двигающимися конечностями и крыльями. Гораздо позже, в серии Kingdoms 2011 года, рыцари дракона вернулись. Их дизайн значительно отличается от предыдущих рыцарей. Сама серия Kingdoms не была фэнтезийной, так что и дракон здесь был не более чем легенда. И в третий раз рыцари дракона появились в 2013 году, в последней полноценной волне наборов по Lego Castle. Теперь это красные рыцари с красным драконом. В моей коллекции есть два последних варианта рыцарей, которых я решил соединить в единую фракцию, состоящую из орденов. Первый орден – рыцари Зеленого Змея. Копейщики, хоть и являются легковооруженными воинами, очень эффективно противостоят как закованным в тяжелые доспехи всадникам, так и с легкостью расправляются с одиночными противниками, закалывая последних на расстоянии. В качестве стрелков выступает отряд из 4 арбалетчиков. Их болты пробивают любую броню, не оставляя шансов противникам, сдерживаемым плотным строем копейщиков. Оба рода войск имеют одинаковые принты на торсе, легкая накидка с гербом поверх, видимо, кольчуги, с интересным элементом цепи на поясе. Различаются они шлемами, у копейщиков обычный каплевидный шлем, а у арбалетчиков шапель, и, естественно, у них разное вооружение. Руководит орденом рыцарь в тяжелых доспехах с огромным двуручным топором, для которого также не являются преградой вражеские доспехи, а пластинчатая броня выделяет его на фоне соратников. Помимо торса, отличный принт получили и ноги, а шикарный темный закрытый шлем с плюмажем отлично дополняет образ. Подобное вооружение выбрано не случайно, ведь края, где располагаются крепости орденов, безлюдны и наводнены крупными монстрами, а длинные копья и мощные болты – отличная защита против них. Но если судьба отворачивается от Ордена Зеленого Змея, и их окружают многочисленные отряды врагов, им на помощь приходят рыцари Ордена Нерушимого Пламени. Он куда более разношерстный и малочисленный, но слаженная работа хорошо обученных воинов с топорами и их командира верхом на коне, вкупе со смертоносностью заклинаний лидера Ордена, делают несокрушимое пламя грозной силой, с которой все вынуждены считаться. У обычных воинов с топорами имеются классные принты, как будто бы наклепанного из отдельных элементов доспеха. Первый также имеет щит с головой дракона и шлем рыцарей скорпионов. Боец с двуручной секирой отличается оружием и, собственно, шлемом. У него он каплевидный. Лошадь имеет крутую деталь брони на голове, является новым вариантом лошадей, которые умеют менять позу, а фигурка всадника является самой интересной. Ноги у него самые новые, от кого-то из ниндзяго. Торс от рыцаря скорпионов, а голова от самого лорда Владика из серии Knights and Kingdoms. Я снабдил его также прической и мечом из той же серии.
Если Владик Франкенштейн самая интересная фигурка, то Огненный маг самая красивая. Шикарные принты на торсе и ногах, широкополый плащ, огненный посох, темная длинная борода и грозное лицо создают отличный образ злого волшебника. Ордена заключили свой союз давным-давно и всегда готовы прийти друг к другу на выручку. Рыцари дракона не были бы рыцарями без, собственно, драконов, которым они поклоняются. И Орден Зеленого Змея преуспел в этом, ведь помимо человеческих союзников, они смогли отыскать древнее чудовище в глубинах морей. Воздвигнув свою твердыню на побережье, они регулярно приносят ему жертвы. Взамен змей не трогает их и защищает окружные воды от неприятелей. Модель змеи взята без изменений из набора 7018 из серии «Викинги», где он как раз нападает на корабль викингов. И, как по мне, он неплохо сохранился. Ласта отлично выполняет роль языка. Цельная деталь верхней челюсти и сейчас смотрится не стыдно. Возможно, ему не хватает немного щитков для прикрытия соединений, но в остальном он выглядит эффектно. Орден Несокрушимого Пламени все еще находится в поисках своего идола, голос которого верховный колдун слышит в своей голове каждую ночь. Однажды их поиски обязательно увенчаются успехом. Ордена драконов определенно нельзя назвать положительными героями, но их ряды все равно продолжают пополняться новыми, хоть и немногочисленными сторонниками. Ведь жизнь их проще и веселее, а предмет поклонения вполне реален. Надеюсь, в будущем у меня получится увеличить количество этих рыцарей, так как у них еще и появился некий лорный бэкграунд, что, естественно, распространится и на остальные армии. Всем спасибо за просмотр, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на канал, это очень поможет его продвижению, а вы не пропустите новых роликов. Также пишите в комментарии идеи для новых рубрик. Однажды мои рыцари закончатся, и мне интересно ожидание моей набирающей в размерах аудитории. Пока и удачи!